Привет всем! Сегодня мы с вами продолжим изучать фармакологию, а именно фармакокинетику, и будем мы это делать просто и легко. Наконец-то наше лекарство попало в клетку. Но какие приключения ждут его дальше? Может, выведем уже его из нашего организма? Фармакокинетика – это такой себе жизненный путь лекарства по нашему организму. Он начинается введением и заканчивается выведением. Но чтобы покинуть наш организм, лекарству нужно еще очень хорошо постараться. Ему нужно пройти определенные блокпосты, которые представлены последовательными процессами в нашем организме. И первым таким блокпостом будет всасывание. Как ни крути, а всасывание все лекарства должны пройти. Это не касается только непосредственно тех лекарств, которые были введены путем внутривенной инъекции. Такие лекарства попадают сразу в кровь. Обычно процесс всасывания у нас ассоциируется с желудочно-кишечным трактом как самым ярким представителем. Но всасывание происходит и при других путях введения, ведь мы сказали, что это обязательная остановка для всех лекарств, помимо тех, которые вводятся непосредственно в вену. Это может быть всасывание с мягких тканей, бронхов, даже из той же самой кожи, например, при нанесении мази, из подкожной клетчатки. То есть мы видим, что в этом другие инъекционные пути введения все-таки немного отличаются от внутривенного пути, а отличаются они следующим. Здесь важно понять, что только часть лекарства попадет в системный кровоток, а часть так и не всосется, закончив свой путь. Грубо говоря, оно просто не пройдет блокпост, который представлен различными типами мембран. Та часть лекарства, которая таки попадет в кровь, называется биодоступностью. И только для внутривенного пути биодоступность будет равна 100%, что вполне логично, ведь лекарство попадает сразу в вену, сразу в системный кровоток. Для всех остальных путей введения этот процент всегда будет ниже, чем 100. Всегда. Кстати, часто у нас существует ассоциация, что парентеральный путь введения – это только инъекции. На самом деле это не так. Даже если мы посмотрим на перевод и составляющие этого слова, то станет очевидно. Пар – это мимо, энтерос – кишечник. То есть это все пути, которые именуют желудочно-кишечный тракт. С таким же успехом мы можем отнести к парентеральному пути введения и ингаляции. Часто в отдельную группу выделяют наружный путь введения. И давайте посмотрим, что же у нас остается для энтерального пути введения. Остается не так много. Это только пероральный, ректальный и сублингвальный под язык путь введения. Что же еще предстоит пройти нашему лекарству, которое наконец добралось в кровь? Следующая станция – это распределение. И что нам тут важно знать? Жирорастворимые молекулы, они же липофильные, лучше проникают в клетку, ведь там их уже дружественно встречают наши клеточные мембраны, которые богаты на липиды, то есть жиры. Эти ребята стоят на страже и кого-либо в клетку не пропустят. Что же еще нам нужно и важно знать о распределении? Это то, что часть лекарства по крови не плавает без какой-либо помощи. И именно такими помощниками выступают белки плазмы крови. Возьмем конкретный белок, например, альбумин. Подвох в том, что связанная с альбумином молекула в клетку не пройдет. Пройдет только свободная, она же не связанная форма. И эта степень связывания с белками плазмы крови для каждого лекарства является индивидуальной. Наконец-то наше лекарство попало в клетку. Но какие приключения ждут его дальше? Может, выведем уже его из нашего организма? Ответ – нет. Большинство лекарств метаболизируются, преобращаются, так сказать. И главным метаболическим органом является печень. Функций у печени очень много. В первой фазе метаболизма, в фазе активации или модификации,
Печень проворачивает с лекарством такие реакции, в результате которых лекарство становится более водорастворимым, то есть гидрофильным. Мы помним, что липофильные вещества очень хорошо проникают в клетку и в то же время очень плохо выводятся. А нам это не нужно. В этой фазе, благодаря ферментам печени, у нашего лекарства появляются новые гидрофильные группы. И главным героем является, конечно же, цитохром 450. Вторая фаза метаболизма – это фаза детоксикации. Она часто представлена реакциями конъюгирования. Посмотрите на наше лекарство, оно уже совсем на себя не похоже. Какие-то гидроксильные группы к нему добавили. Может, хватит уже издеваться? Нет, не хватит. В этой фазе метаболит лекарства связывается с полярными группами, конъюгатами. Куда уже более полярнее, но фишка в том, что в таком связанном с конъюгатами виде очень сложно обратно попасть в клетку. Ведь такие молекулы, они обычно очень большие. Вот печень о нас позаботилась. Выход здесь один – выведение. И главным экспертом по выведению являются почки. Но также стоит отметить, что органами выведения являются кишечник, легкие, железы внешней секреции. А в следующем видео мы с вами уже поговорим о фармакодинамике. Кто еще не смотрел первое видео, обязательно посмотрите. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какая ассоциация вам понравилась больше всего. Спасибо большое, что посмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на канал. Пока-пока!